Всем привет, с вами Амри, и давайте представим ситуацию. Вы новичок в Medieval Dynasty и только начинаете свое приключение. Играете вы все спокойно, и вдруг вам понадобилась длинная нить для лука, теплой одежды или задания. Вы задаетесь вопросом, а где же достать длинную нить? И сейчас я вам расскажу, где ее взять и где она может пригодиться. А также дам несколько полезных советов. Льняную нить можно достать несколькими способами. Во-первых, купить у швеи в Деннике, крафтить швейные лавки, но потребуется стебель льна, который можно купить или сделать в амбаре из льна. Но нужно же еще где-то достать лен, который можно также либо купить у любого продавца, торгующего растениями, либо посадить на поле семена льна весной и собрать урожай летом. Для крафта льняной нити нам понадобится два здания – амбар и швейная лавка. На амбар уйдет основание 10 бревен, само здание 48 соломы, 17 бревен и 64 палки, а также 10 очков в древе сельского хозяйства. Швейная лавка на основание 8 бревен, а само здание 40 соломы, 32 ветки и 9 бревен, а также 100 очков в древе ремесла. И необходимо будет купить рецепт льняной нити. А также понадобится рецепт льняной ткани для дальнейшего крафта. В амбаре мы перерабатываем собранный урожай льна на гумне и получаем льняной стебель и зерно льна, которое понадобится для дальнейших посадок. После мы несем стебель льна в швейную лавку и там делаем льняную нить. 10 стеблей льна на одну нить. Посев, сбор, переработку льна и крафт льняной нити можно поставить автоматически с помощью управления и рабочих. В швейной лавке при 100% загрузке крафтится 10 льняных нитей. Это количество умножается на навык нашего рабочего в области ремесла. То есть, например, 10 умножаем на 3, это навык нашего рабочего, и получаем 30 день. Если 4, то 40. Когда же лучше начинать садить лен? Самым благоприятным временем будет начало игры, так как, посадив достаточное количество льна в начале, вам не придется думать о том, как его достать впоследствии. Чем больше льна вы посадите, тем лучше. Лен садится весной, а собирается летом с помощью серпа или косы. Но учтите, если не успеете собрать урожай за сезон, он автоматически пропадет. Я уже научен горьким опытом, так что лучше собирать урожай в начале сезона или хотя бы позаботиться о наличии в амбаре земледельца и серпов для уборки урожая. Где нам понадобится льняная нить? Она и ее производные необходимы во многих вещах в Medieval Dynasty, например, создание луков, арбалетов, факелов, теплой одежды, в рыбалке и во многом другом. Надеюсь, этот небольшой гайд был вам полезен. А какие еще гайды вы бы хотели увидеть на моем канале? Оставляйте комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь. Ну а с вами был Амри. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч!